Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хотел бы показать вам французское кино, то есть кино, которое было сделано во Франции. Я уже один раз снимал на эту тему. Видео выходило в сентябре 2023 года. И вот с того времени накопилось некоторое количество еще французских картин. И в сегодняшнем видео я хочу вам их всех показать. И первое, с чего хочу начать, это такая франшиза, как Астерикс. В предыдущем видео на тему французского кино у меня было только такое вот кино «Астерикс. Земля богов». Но с того времени у меня успело появиться еще 8 картин из данной франшизы. И начать хочу с фильмов с живыми актерами. Первое это Астерикс и Обеликс против Цезаря. Он у меня в коллекции в таком вот немецком издании, без русского. Открываем. Присутствует здесь такой вот небольшой буклет на 4 страницы. Присутствует внутренний арт. Фильм хороший, фильм нравится. И такой вот небольшой буклетик, где он здесь у нас какие сцены, список, какие разделы. И здесь небольшая информация на немецком языке о данной картине, а также кадры из этого фильма. Астерикс и Обеликс против Цезаря. В главных ролях здесь у нас Жерар Депардье в роли Обеликса, Кристиан Клавье в роли Астерикса, а роль Цезаря здесь сыграл Роберто Бениньи. Тогда такое вот кино Астерикс и Обеликс против Цезаря. Далее, также в немецком издании у меня есть Астерикс и Обеликс Миссия Клеопатра, где у нас те же самые Кристиан Клавье и Жерар Депардье главную роль исполнили, но также снялись и другие актеры. А роль Цезаря в данном фильме исполнил режиссер данной картины, которого зовут Ален Шаба. Такое вот немецкое издание, также без русского языка. Смотрю с субтитрами или подключая внешнюю дорожку, точнее запуская с другого устройства звуковую дорожку. Такое вот издание, обложка перевертыш, видим здесь немецкий значок возраста, то есть можем перевернуть и обложка будет чистая. Так вот, фильм Астерикс и Обеликс Миссия Клеопатра, тоже хороший фильм. Далее, в коллекции также появился за это время третий фильм, но уже на DVD, в таком вот формате, в стекле. Видим, здесь уже роль Астерикс исполнил другой актер, Кловис Корнияк, а Жерар Депардье также играл роль Обеликса. А роль Цезаря здесь исполнил актер Ален Делон. Это была его последняя такая большая роль. Здесь у нас бумажка информационная. Здесь видим Ален Делон в роли Цезаря. Видим здесь под диском такой вот арт с Астериксом и Обеликсом. И здесь сзади представлена информация, а также несколько кадров из картины. Таких вот 3 полнометражных фильма с живыми актерами появилось у меня в коллекции. А теперь от фильмов перейдем к мультфильмам, которые начали выходить раньше. И первый из них это, конечно же, Астерикс из Галлии, который снят по первому комиксу. Потому что изначально Астерикс это были комиксы. Потом из комиксов сделали вот фильм, анимационный мультфильм. И пошло-поехало. Видим, такая вот накатка. Астерикс из Галлии. Это первый фильм. Далее. Второй фильм. Астерикс и Клеопатра. То есть присутствуют оба
присутствуют оба фильма, то есть и фильм, и мультфильм с этой историей у меня в коллекции. Видим Астерикс и Клеопатра. И здесь видим такая вот накатка. Астерикс и Клеопатра. Далее. Следующая картина. Это фильм Астерикс против Цезаря. Этот фильм по счету 4-й. Но третьего нет у меня в коллекции. А так этот фильм выходил 3-м. Несмотря на такую накатку, это произведено на лицензионном заводе. Это такая вот лицензия. Астерикс против Цезаря. Далее. Следующий фильм. Уже не помню, какой он по счету. Который вышел в 86 году. Астерикс Британии. По этой истории существует также и фильм с живыми актерами, но он уже мне не так нравится, поэтому присутствует в коллекции только фильм. Точнее, анимационный фильм, мультфильм, а фильма с живыми актерами у меня нет. Где там Астерикс Британии. И, наконец, последнее, что появилось у меня в коллекции из данной франшизы, имеется в виду последний в этом видео, это Астерикс и Викинги. Это уже более поздний мультфильм, который вышел в 2006 году, да, 2006 год. Здесь уже графика получше, чем в этих более ранних мультфильмах. То есть, потому что технологии тогда уже были другие немножко. Астерикс и Викинги. Здесь, видимо, уже оформление отличается. Другой издатель был. И такая вот здесь накатка. Астерикс и Викинги. И, в общем, такая коллекция у меня получается из 3 фильмов. Точнее, да, из 3 фильмов с живыми актерами и 6 мультфильмов. Такая вот ситуация. Далее переходим к следующей франшизе. Это у нас «Такси». У меня ранее в предыдущем видео про французское кино показывал 2-ю часть. «Такси 2». И вот с тех пор в коллекции успела появиться 3-я часть. Видим «Такси 3». Здесь те же самые снимались. Сами на серии Фредерик Дюфенталь. Продюсером выступил Люк Бессон. А режиссер данной картины Жерар Кравчик. Такая вот накатка у данного издания. Эти вот 2 фильма, это единственные, которые вышли на Blu-ray из данной франшизы. То есть 1-й и 4-й выходили с русским только на DVD. А вот 2-ю и 3-ю часть можно найти и в формате Blu-ray. И эти части мне больше всего нравятся. Поэтому 2 любимые части есть в коллекции. «Такси 2» и «Такси 3». Далее хочу также показать еще одну картину Жерара Кравчика, которая у меня в коллекции присутствует в 2 вариантах. Это, во-первых, издание на DVD с русским языком. Фильм Люка Бессона, который режиссером выступил Жерар Кравчик, а в главной роли здесь у нас снялся Жан Рено. Видим, здесь такое оформление присутствует. Такая вот накатка. Кино хорошее. Хороший комедийный боевик. И также есть у меня в коллекции данный фильм и на Blu-ray. Конечно же, без русского языка. Издание немецкое. Видим по обложке перевертышу и значку немецкому возрастному, что это немецкое издание. Обложка перевертыш. Кино хорошее, поэтому когда увидел такое вот Blu-ray издание, решил приобрести к своему DVD изданию. Поэтому Wasabi у меня есть на DVD с русским и на
Blu-ray без русского языка. Такая вот картина. Далее продолжим также, если начали с Жаном Рено. У меня есть еще 3 картины с данным актером. Это, во-первых, серия фильмов «Пришельцы». Такая вот комедия приключенческая. Здесь у нас снялся Жан Рено, а также Кристиан Клавье, то есть тот же самый актер, который играл Астерикса в первых 2 частях Астерикса и Обеликса. Такая вот накатка. Хорошая приключенческая комедия, как эти вот 2 персонажа попадают в наше время и как они себя ведут. Фильм мне понравился, и он был успешен в прокате во французском. И также в коллекции есть и 2-я часть. Это «Пришельцы 2. Коридора времени». Здесь их приключения продолжаются. То есть не совсем удачно там вернулось. Все обошлось. И поэтому эти приключения продолжаются во 2-й части. «Пришельцы 2. Коридора времени». А так у этой франшизы также существует 3-я часть, где там они оказываются уже во времена революции во Франции. Но этот фильм оказался не таким хорошим, поэтому коллекцию не стал приобретать. А также существует еще фильм, американский ремейк данной картины, где снялись те же самые актеры, но все остальное там отличается. Но американского ремейка в коллекции нет, только вот 2 части, «Пришельцы» и «Пришельцы 2». Наконец, хочу закончить Жаном Рено таким фильмом, где у нас видим 2 знакомых актера, Жан Рено и Жерар Депардье. Комедия Франсиса Вебера. Неплохое кино, неплохая французская комедия. Открываем. Здесь видим такой вот кадр из картины. А здесь еще один кадр из этого фильма. Поворачиваем. И здесь у нас также информация о фильме и еще несколько кадров из картины. У данного режиссера Франсиса Вебера это не первый фильм, который в российской локализации называется «Невезучие». Также есть другой фильм Франсиса Вебера, где также снялся Жерар Депардье, но вместо Жана Рено в том фильме играл Пьер Ришар. А это вот 2-й такой фильм. И здесь сыграли Жан Рено и Жерар Депардье. Картина Франсиса Вебера «Невезучие». Далее хочу продолжить картиной с актером известным Жан-Полем Бельмондо. И один из самых известных его фильмов — это картина под названием «Профессионал». Видим здесь Жан-Поль Бельмондо. Картина известная, особенно музыка из этого фильма, которую написал Эннио Морриконе, и которая живет своей жизнью. Эта музыка. Там 2 композиции. Такая вот картина. Жан-Поль Бельмондо «Профессионал». Идем далее и переходим к самому кассовому французскому фильму во Франции. И эта картина называется «Бобро пожаловать». Или, если правильно, то есть если переводить буквально, «Добро пожаловать к Шти». Такое вот французское издание французского фильма. Здесь рекламная бумажка с рекламой различных французских изданий фильмов. Здесь видим, что во Франции Астерикс на Олимпийских играх выходил на Blu-ray.
Такая вот бумажка, и видим сам диск. Про этот диск стоит сказать то, что, несмотря на то, что здесь обозначены 3 региона, то есть как бы, если искать информацию, должен быть АБЦ, поддерживать, то есть быть не залоченным. Но на самом деле диск залоченный, регион Б, что я, когда получил, диск забыл, но потом понял, почему не работал диск. И когда я переключил на нужный регион, с диском стало все нормально, и фильм воспроизводится. Такая вот картина. То есть эта картина была успешной в прокате. Она стала самой кассовой картиной во французском прокате. Здесь у нас в главных ролях снялись Дэнни Бун и Кадми Рад. И Дэнни Бун — это режиссер данной картины. Такой вот фильм. И оставаясь здесь, хочу также показать еще одну картину данного режиссера Дэнни Буна, где он также сам и снялся. Фильм называется «Таможня дает добро», где вместе с этим Дэнни Буном снялся актер Бенуа Пульворд, который также играл в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» Бруто. А здесь он, другая роль его, но это тот же самый актер Бенуа Пульворд. Комедия также неплохая, мне понравилась. Здесь видим, это фильм, который совместного производства Франции и Бельгии. Такая вот картина про таможню этих стран. Видим этих двух актеров. Таможня дает добро. Таких вот 2 фильма. Далее, следующая картина. Здесь уже никаких таких известных почти нету. И это фильм под названием «Сердцеед». Это у нас романтика. Здесь у нас в главных ролях снялась актриса Ванесса Паради и актер Ромен Дюри. Такая у нас здесь информация о фильме. Здесь видим подпись «Профессиональный обольститель». Такое вот французское романтическое кино под названием «Сердцеед». И, наконец, последнее кино, которое хотел вам сегодня показать, это у нас будет фильм режиссера Мишеля Гондри. Этот режиссер снимал и не во Франции, но вот это его французское кино. Здесь видим такую информацию. Романтическая комедия. Такой вот арт, который отличается от обложки. Видим, есть так. Еще у нас актеры представлены здесь. Этот режиссер известен по фильму «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри, за который он получил Оскар за сценарий, лучший оригинальный сценарий. А также он известен по фильму «Зеленый шершень», который он также экранизировал. Такой вот режиссер, а это его французское кино под названием «Наука сна». А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. На этом все. Пока-пока.